2 июня 1962 года. Полдень. Центральная площадь Новочеркасска. 5000 человек стоят перед зданием горкома партии. Женщины, дети, рабочие в промасленных спецовках. В руках красные знамена и портрет Ленина. Они поют «Интернационал». Через 10 минут по ним откроют огонь. А через 30 лет власти будут утверждать, что этого никогда не было. Ни расстрела, ни жертв, ни тайных могил. Но одна деталь, которую не смогли уничтожить, изменит все. Новочеркасск – историческая столица донского казачества. 145 тысяч жителей, главный работодатель – электровозостроительный завод имени Буденного. 12 тысяч рабочих, крупнейший производитель электровозов в Советском Союзе. К лету 1962 года жизнь на заводе стала невыносимой. 200 рабочих одного цеха отравились из-за нарушений техники безопасности. В столовой нечего есть. Ночная смена не может получить горячий обед. Жилье – бараки и палатки. Город официально числился студенческим – 30 тысяч студентов, поэтому мясо и масло в магазины почти не завозили. Рабочие ездили за продуктами в Ростов. А потом ударили дважды. 1 января 1962 года на заводе подняли нормы выработки. Чтобы получить ту же зарплату, нужно было работать на 35% больше. Последним удар получил сталелитейный цех в конце мая. Рана была свежей. И тут, 31 мая, радио объявило: с завтрашнего дня мясо дорожает на 30%, масло — на 25%. Одновременно. Зарплату урезали и цены подняли. Это был идеальный шторм. 1 июня. Утренняя смена. Рабочие включают радио в цехах и слышат о повышении цен. В сталелитейном цехе начинается буря. 30 литейщиков бросают работу и идут к заводоуправлению. Выходит директор завода Борис Курочкин. Одна из работниц спрашивает: на что теперь покупать мясо? Курочкин видит торговку с пирожками у проходной и произносит фразу, которая станет советским аналогом «пусть едят пирожные». Не хватает денег на мясо и колбасу? Ешьте пирожки с ливером. Толпа взрывается. Курочкин едва успевает скрыться. 24-летний слесарь Вячеслав Черных бежит в компрессорный цех и включает заводской гудок на полную мощность. Это сигнал тревоги. Тысячи рабочих выходят из цехов. На электрическом столбе вывешивают транспарант: мясо, молоко, повышение зарплаты. К обеду на площади перед заводоуправлением 6-7 тысяч человек. Рабочие перекрывают железную дорогу, останавливают пассажирский поезд. На вагонах пишут мелом: «Хрущева на мясо». Блокада продержится 14 часов. 25-летний машинист Петр Сиуда, сын большевика, расстрелянного при Сталине, обращается к рабочим с платформы грузовика. Он призывает к организованности. Действовать мирно, не захватывать здания. Первый секретарь ростовского обкома Басов пытается выступить перед толпой с балкона и бросает в микрофон: «На поводу у быдла не пойду». В него летят камни и бутылки. Басова вытаскивают переодетым в рабочую одежду. Вечером Хрущев отдает приказ из Москвы подавить бунт всеми возможными средствами. У Новочеркасск летит высшая делегация. Второй секретарь ЦК Козлов, член президиума Микоян, председатель КГБ Шелепин. И вот здесь начинается история, которую нельзя забыть. 2 июня, суббота, утро, рабочие приходят на завод, а там танки. Работать под дулами они отказываются. Формируется колонна от 5 до 12 тысяч человек и начинает 9-километровый марш от промышленной окраины к центру города. Впереди красные флаги. Портрет Ленина. Женщины ведут за руку детей. К шествию присоединяются воспитанники детского дома. Колонна поет «Интернационал». Это сознательное повторение кровавого воскресенья 1905 года. Только вместо икон и портрета царя здесь советские символы. Рабочие уверены, своя рабочая власть не посмеет стрелять в рабочую демонстрацию. Колонна подходит к мосту через реку Тузлов. Мост перекрыт. 15 танков и бронетранспортеры. Командует заместитель Плиева, генерал-лейтенант Матвей Кузьмич Шапошников, герой Советского Союза, легендарный танковый командир Великой Отечественной.
Шапошников уже отдал приказ разрядить все оружие. Боеприпасы сдать ротным старшинам. Звонок от Плиева. «Выдвигайте танки! Атакуйте!» Шапошников отвечает: «Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками». Плиев бросает трубку. Позже Шапошников скажет: «Погибли бы тысячи». За этот отказ он заплатит карьерой, исключением из партии, уголовным делом и 28 годами слежки. Люди в темных очках будут ходить за ним повсюду. Знакомые станут переходить на другую сторону улицы, чтобы не здороваться. Но в то утро его решение спасает тысячи жизней. Демонстранты обходят танки вброд через мелкую реку, перелезают через броню. Их голоса сливаются в крик: «Дорогу рабочему классу!» Колонна заполняет центральную площадь перед горкомом, бывшим атаманским дворцом. Внутри Козлов, Микоян, Шелепин и вся московская делегация. Когда тысячи людей приближаются к зданию, руководство бежит через черный ход. Агенты КГБ выбираются через водосточную трубу. Демонстранты врываются в горком, разбивают мебель, срывают портреты Хрущева. В кабинете первого секретаря находят водку, колбасу и заготовленное письмо от рабочих Новочеркасска, одобряющее повышение цен. Это еще больше распаляет толпу. Около половины 12-го генерал-майор Олешко прибывает с 50 автоматчиками внутренних войск. Солдаты выстраиваются двумя полукругами перед зданием, встают на колено. Олешко выходит на балкон и приказывает разойтись. Считает до 3. Из толпы кричат: «Не бойтесь! Стреляют холостыми!» Олешко командует: «Огонь!» Первый залп поверх голов. Толпа отшатывается и тут же возвращается. Второй залп ввях. И сразу после него прицельные выстрелы в людей. Стрельба длится от 1 до 4 минут. На площади остаются лежать около 50 человек. Пули попадают в людей на прилегающих улицах, за сотни метров от площади. Дети, забравшиеся на деревья в сквере посмотреть, что происходит, падают от пуль. 16-летний школьник, сидевший на дереве, получает предупредительный выстрел в затылок. Расследование 1994 года установит: смертельные выстрелы шли не с земли, пулеметные гильзы сыпались с крыш. Угол ранения не совпадал с позицией солдат на площади. На крышах и в верхних этажах горкома были заранее размещены снайперы, предположительно сотрудники КГБ. 27 неизвестных музыкантов с дирижером были заселены накануне в гостиницу «Дон». Все прежние постояльцы выселены. Скорые приехали к площади до начала стрельбы. Водитель одной из них подтвердил: ему приказали прибыть к центру к полудню. Это было спланировано. 24 человека убиты, 87 тяжело ранены. Среди погибших – беременная женщина, зашедшая в магазин, водитель, выписанный из больницы тем же утром, дети. Ночью 4 июня курсанты милицейской школы переодеваются в гражданское, грузят тела из котельной отделения милиции, из морга, заворачивают в брезент, по 2-3 в сверток, везут в лес. Хоронят в чужих могилах на кладбищах 3 разных районов Ростовской области. 82 человека, участвовавшие в захоронении, подписывают расписки. За разглашение – расстрел. Площадь моют из пожарных машин. На утро на мостовую кладут свежий асфальт, поверх пятен крови. Солдат потом вспоминал: день был жаркий, запах крови долго не уходил. 7 расстреляют по приговору суда. 25-летний Сергей Сотников – коммунист, отец 2 маленьких дочерей, сын погибшего на войне солдата. Когда следователь попытался описать имущество его семьи, описывать было нечего. Еще больше 100 человек получат от 2 до 15 лет лагерей. В свидетельствах о смерти – ложные причины, ни слова об огнестрельных ранениях. Телефонная связь с городом отключена, все выезды перекрыты. Газеты, радио, телевидение – полное молчание. За разговоры об этом дне – допрос в КГБ. Учителям школы номер 31, той, что рядом с заводом, запретят рассказывать детям о расстреле. Запрет действовал еще в 2017 году. Через несколько дней после расстрела в магазинах Новочеркасска появились масло, колбаса, мясо, рыба и шоколад. Молчаливое признание: рабочие были правы.
Тишина длилась 30 лет. Ее сломал один человек. Петр Сеуда, тот самый 25-летний машинист, который призывал рабочих к порядку с грузовика. Его арестовали на рассвете 2 июня. Дали 12 лет лагерей. После освобождения в 1966-м он посвятил жизнь одной цели – раскрыть правду. В конце 1987 года, когда гласность дала первую трещину в стене молчания, Сеуда начал писать в ЦК, в Верховный суд, в «Правду», в литературную газету. Весной 1988-го приехал в Москву со своими материалами. Его рассказ вышел в самиздатском журнале тиражом 200 экземпляров и разошелся по всей стране. В 1989-м он вместе с журналисткой Ольгой Никитиной и бывшей заключенной Валентиной Водяницкой создал фонд новочеркасской трагедии. Они начали искать могилы. 5 мая 1990 года Петр Сеуда был найден у своего дома с тяжелыми травмами головы. Он умер в машине скорой помощи. Его портфель с документами о расстреле украден. Фельдшер сказал жене: «Это убийство». Сеуда только что нашел свидетеля, знавшего, где закопаны тела. Убийство не раскрыто до сих пор. Но дело Сеуды продолжили другие. Активистка Татьяна Бочарова нашла ключевого свидетеля – Петра Громенко, бывшего заместителя начальника полиции, который участвовал в захоронениях. Когда к нему пришли в 90-е, он сказал: «Я ждал вас 28 лет». Раскопки обнаружили останки в 3 местах – 26 тел. Экспертиза подтвердила огнестрельные ранения. 2 июня 1994 года, через 32 года, 20 гробов выставили на той самой площади, где стреляли. Рядом со сценой, задрапированной черной и красной тканью. После панихиды жертв перезахоронили на городском кладбище. Бочарова сказала журналистам: «30 лет нам говорили, что мы никогда не найдем их. Но бесследно не исчезает никто». 27 марта 1991 года Верховный суд реабилитировал всех 7 расстрелянных за отсутствием состава преступления. Ни один из тех, кто отдал приказ стрелять, не был привлечен к ответственности. К моменту расследования все они были мертвы. Генерал Шапошников дожил до перезахоронения. Он умер 28 июня 1994-го, через несколько недель после церемонии. На его надгробии написано: «У каждого своя война и свой Новочеркасск». Рабочие Новочеркасска шли с портретом Ленина и пели «Интернационал». Они верили, что рабочее государство не посмеет стрелять в рабочих. Они ошиблись. Но они не ошиблись в главном. Их требования были справедливы. Власть признала это в тот момент, когда завезла в город мясо и масло. Молча, без извинений, поверх свежего асфальта. Как вы думаете, знали ли рядовые солдаты, что стреляют боевыми? Напишите в комментариях.